Так, мы сегодня нарядились в таких рубашках не просто так. Это у нас третий сезон по сбору орехов. У нас, так сказать, уже есть небольшой опыт в этом, поэтому в этом году сделаем все по-другому, чтобы ускорить процесс, увеличить прибыль. В прошлом году мы делали полный подсчет наших кустов плантации фундука, и мы знаем, что у нас всего 217 кустов. Да, но с прошлого года кое-что изменилось. Часть кустов мы спилили, это была вынужденная мера. Сейчас мы покажем, какие и почему. Плантацию нашего фундука можно условно разделить на 3 зоны. То есть первые 2 зоны мы видим, когда въезжаем в ворота по левую и правую сторону. Но основная часть кустов фундука расположена в дальней задней части нашего участка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Получилось у нас в этой части 17 кустов спилено. Да, это северный склон нашего участка. В 2023 году были обильные осадки, вследствие чего этот склон немного размыло. И наши кусты ореха оказались прямо у склона. Да, это затрудняло их сбор, поэтому было принято решение это спилить их. А вместо них, как вы можете сейчас видеть, мы посадили ряд павлонии. Да, она уже вот буквально за несколько месяцев вот так вот вымахала. По нашему предположению, она будет хорошо в будущем держать склон. Плюс послужит отличным источником хорошей древесины. Качественной. Да, плюс медонос для пчел. То есть плюсов много. Пойдемте в следующую часть леса. Вот, смотри, Хороший, да. Вкусные. Да, это хороший. Четыре, 5, 6, 7, 8 кустов в этой стороне. Здесь мы их спилили, потому как сорт такой, который достаточно невостребованный, плюс там очень много плохих. Он с тонкой кожурой. Да, его все жучки очень любят. Его быстро кто-то вскрывали, ели, и он пустой был вообще, практически бесполезный. Поэтому мы решили избавиться от этого сорта. Плюс у нас тут есть небольшие кусты ежевики, которые мы планируем как раз расширять в эту сторону. Так, а еще вот за плантацией киви кусочек фундучного леса, который мы полностью выпилили. Вот здесь вот он был. Тут было 23 куста. Я уже посмотрел на карте прошлого года подсчета. Почему мы от него, Настя, избавились? Потому что хоть кусты были и взрослые, ветки большие, раскидистые, но орехов в этом лесу, к сожалению, было совсем мало. Наверное, в совокупе где-то ведерко всего лишь. Мне кажется, это связано с тем, что это вот скалянистая достаточно почва здесь. Это как раз наш другой противоположный южный склон. И тут практически ничего не растет. Вот мы как-то пытались сюда и мандарин посадить, и я копал, и тут прям вот одни камни. И поэтому, мне кажется, это связано с этим. Питания не хватало им. Питания не хватало, да, они не могли расти. Возможно, не могли конкурировать вот с этими большими деревьями. С маньчжурским, да, орехом. Да, которые на заднем фоне. Тут и у нас и бук, и маньчжурский орех, и граб. Такие просто гиганты вековые. Они высасывают из почвы. Да, мне кажется, они забирали все питание, и поэтому держать этот кусок плантации никакого смысла не имело. Мы от него избавились, и вот тут теперь достаточно красивая полянка, которую надо покосить. Ну, в этом году покос просто катастрофический. Трава растет просто на глазах. Да, это буквально вот этой траве 1 неделька. Вот, все остальное мы оставили. Сейчас посчитаем, что у нас в итоге получилось. Так, получается, из 217 кустов нам пришлось пилить 50. Итого у нас осталось 167. Поэтому, учитывая опыт прошлых лет, с куста у нас где-то получалось 2 килограмма, что немного, да, так сказать. Ну, видимо, повлиял тоже вот этот лес, вон там не урожай, вон там у нас на склоне, который мы не собирали. И все в совокупе. В этом году, в среднем, в этом году, может быть, будет получше показатель, но учитывая, если также мы соберем, как прошлый год, где-то у нас получится 330 килограмм. 330 килограмм. Что как бы ни много ни мало.
прошлом году нам многие писали, что мы очень дешево сдали наш орех. Мы не можем не согласиться с этим, но другого выхода мы не находили в том году. Но в этот раз мы хотим пойти немного иным путем. Но об этом расскажем чуть-чуть попозже. И мы еще не уверены, получится ли. Да. Кстати, возвращаясь к комментариям прошлого года, у нас в этом году будет, по вашим советам, секретный помощник. Вот он, наш секретный помощник. Попробуем встряхивать максимально в него. Ну, конечно, что-то останется на полу. Возможно, что это пустая трата времени. Но многие из вас писали, что какое-то полотно, укрывной материал, на него встряхивать. Это не очень удобно, я вам скажу, потому что у нас тут везде склон, из-под него все это скатывается, это надо постоянно поднимать, то есть больше проблем. А тут, мне кажется, все равно какое-то количество орехов можно сохранить, переместить, это достаточно легко, ну и потом в прицеп будем сгружать. В общем, попробуем. Это еще мы не уверены, что это будет эффективно, но Эксперимент. Экспериментальным, да, путем проверим все. Так, прошли уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 кустов. И вот такой вот результат. Я считаю, неплохо. Какая-то часть попадает в бассейн, ну, какая-то, Да. конечно, остается мимо. 100%, конечно, не попадет. Ну и плюс там что там уже было на полу. Это надо бы в любом случае проходить придется. Возможно, просто меньше собирать. Угу. Так, а детки помогают собирать с земли. И я вместе с ними, пока Тарас трясет бассейн. Да, помощники? Покажи, Тася. Ого, много собрала уже, да? А вот и помощнички пришли. В том году они нам тоже активно помогали. Вот они подтянулись. Уже тоже на опыте, так скажем. Тарас трясет деревья, с них падают жучки-паучки, и они вот подбирают. Санитары орехового леса. Нет, сейчас я беру Так, палочку. один ряд Тарас протрусил. Ну, Так, столько чуть-чуть орешков. лишнего тут тоже понападало. Сейчас уберем Листики. веточки. Палочки. Тася тоже в бассейн пойдет? Залази, Тася, давай. Давай. А я не буду стоять. Давай, опа. Так, теперь давай. Что, веточку? Веточки убирай, да, которые будут мешать нам.
Все, Тася, иди, неси. Перелази. Перелази. На. Аккуратно, не рассыпь. Так, считаем эксперимент провальным. Сейчас объясним почему. Неважно, будь то бассейн или укрывная ткань, или какой-то там, вы говорили, шторку, полиэтилен, неважно, что бы это ни было, приходится второй раз все равно проходить. То есть изначально, да, ты ставишь бассейн, ты ставишь ткань, там неважно, ты трясешь, да, это все падает на эту ткань или в бассейн или куда-то. Ты это забираешь, вытряхиваешь. Но потом Насте приходится все равно, потому что там до этого уже лежал орех, и собирать его. То есть неважно, соберет ли она там 2-3 вокруг себя или 10-15, это вообще не имеет значения, потому что ты все равно это место проходишь. Поэтому это дополнительная работа, только вот передвигать эту ткань, в нашем случае бассейн или что бы это ни было, это удобно, когда собирают оливки, да, многие писали. Оливки, да, потому что они все абсолютно висят на деревьях. И когда ты подходишь к дереву, то есть у тебя практически ни одной оливки внизу нет, их тебе не приходится собирать 2 раза. А в нашем случае, то есть ты должен поставить, стрясти, это все убрать, и потом еще раз это место пройти. Да, ну и само собой ты не попадешь идеально под дерево, это отдельная история. Но даже если бы ты все с дерева, ты бы смог забрать в бассейн или в ткань в какую-то, да, или в какой-то мешок, там, я не знаю, тебе все равно пришлось бы вот пойти и обратно, собирать еще вокруг этого дерева. Поэтому эксперимент провальный. Бассейн мы убираем и собираем по старинке. Единственное улучшение в этом году, которое я сделал, при тряске очень много сил занимает, вот особенно которые потолще деревья, да, приходится там на лестницу забираться, чтобы в тонкой части это трясти. Вот достаточно иметь вот такую проволоку, я согнул, металлическую. Я теперь уже могу дотягиваться вот до таких вот верхушек, допустим, где она уже потоньше. И здесь трясти. Вот, и уже требуется намного меньше усилий. Не надо лазить по лестнице. Поэтому в этом году пока вот одно новое изобретение, считаю, рабочим. Вы могли заметить, кстати, что мы с Настей полностью экипированы. Штаны, длинный рукав, рубашка. Это не потому, что у нас холодно. У нас на самом деле жара 30 градусов стоит. Во-первых, когда трясешь, там куча жучков, паучков падает. И неприятно, конечно, когда это к мокрому к телу. Но второй фактор — комары. Тут, хотя их не так много, я бы сказал, по сравнению там, где мы жили в средней полосе России. Тут их намного меньше, но все равно. Вот в этот сезон, как раз середина августа, они особенно активны. Вот в лесах прячутся от жары. А как раз в лесах они обитают в такую жару, прячутся. Но опять же говорю, что вот вне сезон практически нет комаров. А вот именно вот, наверное, август-сентябрь, они прям активные очень. Поэтому приходится вот так вот наряжаться. Да, париться. Да. Ну, еще вот такая влажность у нас этой неделе. Дожди, грозы, и вот в промежутках будем собирать. Не знаю, получится ли у нас эффективно все это сделать. Потому как когда дожди, орехи, конечно, портятся, лежат, гниют, поэтому максимально быстро это надо собрать. Поехали дальше? Да. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I do. I've
thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long. Вот такую полную телегу мы собрали. Прицеп даже, я бы сказал, от мотоблока. Уже сегодня ничего не видно, поэтому работы закончили. Вернемся завтра, да? Да. Всем до завтра. Так, у нас уже следующий день. Сейчас высыпаем орехи вчера, которые собрали в мешки, и едем за следующей партией. Пойдем. Начинаем сбор? Да. Да, Тася? Пойдем, Вот. пошли. Тут какие-то деревья странно, какие-то на каких-то прям много орехов, на каких-то поменьше. Тут вроде что-то есть. Тима вот целое ведерко собрал. Да? Помощник. Вы когда-нибудь дождь ореховый видели? Вот. Дождь. А где же еще мама? Вот у нас дети как активно собирают в этом году, молодцы. Тима уже третье ведро, да, такое собрал полное? Да. Аккуратно, только чтоб мимо не просыпь. Окей. Помогай. Давай, давай, давай. Все. Все, полный мешок, да? Бабочка красивая, да? Да, красивее бабочка. Давай идти. Кузя тоже сегодня помощник. Давай, Кузя, помогай нести ведро, высыпать.
хороший. Хороший. Хороший такой, пушистый, красивый. Так, у нас вот такой вот результат вчерашнего дня. Сегодня у нас уже третий день сбора. Вчера закончили первую часть леса. Сегодня приступим ко второй. Получается, вот этот вот лес мы доделали. И сейчас переходим вот к этому. Я тут вчера еще прокосил как раз. Там трава где выросла. Довольно высокая, где неудобно было собирать. Сейчас вот так вот более-менее. Поэтому сейчас опять протрясаем все кусты и проходимся. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sound. It all seems so harmless. A silver light. Don't you wait until the morning. Вот такие у нас есть палочки от комаров. Как, Настя, эффективно помогает? Да, но приходится ее периодически переставлять, потому что куда дымок направлен, там комаров нет. Вот, поэтому Но все равно хожу с палочкой. достаточно. Вот, кстати сказать, да, вчера вроде мало было комаров, Да. а сегодня побольше. Хотя сегодня солнечный день. Непонятно, с чем связано. Может, от влажности там. Да. Смотрите, я что-то не понял. Петух, по-моему, полностью орех съел. Да? Да. Смотри, А зачем они это делают? смотри. Он полностью орех заглотил. Да раз, они орехи целые едят. Да. Он Смотри. хороший. Понаелись орехов, ну таких в шкарлупе. И вот он у него, я не знаю, как вот показать, видно, не видно, вот этот полный зоб, они ж... Стой, тихо. Вот слышно, аж звенят. В том году такого не было, чтобы они ели орехи. Ну, не знаю, завтра проверим, да, переварилось или нет, но я первый раз вижу такое. Вот, смотрите. Просто громыхают орехи. Полный зоб. Всё, пускай. Ну ты что столько наелся? Ты что, вообще что ли? Ладно, там один, наверное, случайно бы проскочил, а это полный зоб орехов. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Сегодня на третий день уже чувствуется прям усталость, да, Настя? Ну да. Продуктивность. Чуть-чуть надоедает. Надоедает, да, продуктивность падает. Собирать. Ну ничего, завтра поедем отвозить в город. Поэтому, я думаю, отдохнем, Ну да. переключимся, так сказать. И Согласна. уже с новыми силами закончим этот лес. Тут, в принципе, один ряд Настя прошла, останется еще один. И уже будем переходить в наш самый большой дальний лес. Да, Тась? Да, с новыми силами. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, Вот белый петух еще пришел загружать орехи. side
side by side and through. No limit to what we can do. Ася уже их выгоняет. Но они в другой лес пойдут, поедят. Well, you know what we have Сильно is не проконтролируешь. found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Снизу. Ну да. Что наша машина только не видела. Закрывай. А петухи вот сегодня уже вовсю гуляют, активные. Так что все хорошо с ними. Я вообще раньше думал, что невозможно переварить такие орехи. Ну, как получается, возможно. Да. Вон бегают, ждут следующей партии, пока их вечером опять выпустим. Хотят еще порцию орешков. Да? Так, сейчас едем в Азургете. По плану у нас найти перерабатывающую фабрику, чтобы нам из фундука вынули ядро. В дальнейшем покажем, что будем с ним делать. Хотя в том году мы сдавали вот так, как есть, просто шелушили и сдавали по килограммам. Средняя цена была где-то 4,10-4,20 лари за килограмм. Мы, так же, как и многие наши зрители, которые смотрели прошлогодний ролик, сказали, что это, конечно, очень маленькая плата за такой труд, за выращивание этих орехов, учитывая, что у нас своя плантация, которую мы абсолютно там не обрабатываем. Это, считай, ну, эко-фундук, да? Очень кропотливая Без химии. работа. Кропотливая работа по сборке. Поэтому считаем, что лучше заплатить на перерабатывающую фабрику какую-то копейку и уже иметь возможность, может быть, реализовать это по более выгодной цене. Сколько стоит? 3,10. 3,10. Да, мы очищаем. Очищаете, да. А есть где-то ядро, чтобы вынуть, не знаете? Чтобы вынуть ядро. Машинки у вас нету? С 10 мешков 89 килограмм. Так, приехали мы на ту же точку, на которой сдавали основной орех в том году. Антон нам всегда помогал, рассказывал, что да как. В этом году, он говорит, цена сейчас 3,10. Поэтому он сказал, прежде чем искать фабрику, но он нам подсказал, где это сделать. Сейчас поедем. Тут в основном фабрик нет, в основном частные лица этим занимаются, там, для своих нужд.
Сказал пару точек, где это можно найти. Сейчас едем в одну из них. В общем, получилось у нас почистить 90 килограмм, там 89 с чем-то. Ну, будем считать, что из этих 10 мешков получилось 90 килограмм орехов в шкарлупе. Сейчас посмотрим, если нам удастся найти, сколько у нас будет очищенного ореха из этого. Если бы мы сдали наш орех, получилось бы 270 лари. Я считаю, за 3 дня работы это совсем мало, столько труда. Так даже не только работы, сколько работы в течение года ты проводишь, да, что ты ухаживаешь за этим Да, орехом, да. обрезаешь, косишь, то есть это тоже большой труд. Плюс эти орехи, они взрослые кусты, да, то есть их кто-то заложил, спасибо этим людям, которые жили до нас на этом участке. Это тоже время. И сейчас вот в сезон ты получаешь такие копейки, мне кажется, это абсолютно несправедливо. Неоправданная, да, цена. Ну, поэтому мы, благодаря тоже нашим зрителям, подписчикам, которые нам писали, что действительно это не стоит того, чтобы это сдавать за эти деньги. Вот мы в этот раз пойдем другим путем и попробуем, посмотрим, что из этого получится заработать. Но в любом случае мы часть орехов планировали оставлять себе, так как мы делали в том году и позапрошлый год, делали молоко из фундука, делали ореховую пасту очень вкусную, без сахара, конфеты делали, и поэтому планируем. Еще хотим попробовать сыродавленное масло с фундука. Говорят, тоже из него неплохой выход, точнее, это где-то 55%. Ну да, если еще и масло будем делать, это Да, будет вообще это у нас здорово. Полный цикл переработки фундука. Мама, смотри, это куколон. Обрабатывающий завод на территории частного дома, и Тимур пригласил нас на экскурсию. Сейчас покажем вам, как все устроено. Ореховая сушилка. А это вот уже сушеные, да, лежат? Вот попробуй до такой степени, надо просушить. Да? Ага. Вот это калибрует. А, это калибрует. С карлубом. Это без калибров. Сейчас просто блешка. Все собирает сюда, да? Понял. Потом через калибровки вот цепки есть по размеру. Ага. Цепка ставится там, орех цепится, это вперед, элеватор. Туда ломается. Карлуб вот через этот экран идет туда. Ага. Там бункер стоит, вот видишь, бункер. Ящик складывается и сидим туда. Ага. Потом вот это барабан крутится, здесь там маленькие 9-11, это мелкий калибр, и половинки пойдет. Ага. И Который не целый, да, это остается? идет назад. И Ага. то, что там маленькие стружки карлупа, Ага. она идет назад, там это мешок и сыпется туда. Остальное идет на стол. Ага. Это последняя калибровка ядра. Ага. Здесь ядро идет 15 плюс, самый крупный. Самый крупный. Мгм. 13, 15, 11, 13, 9, 11. Но 9, 11 это уже не считается у нас. Ага. А там калиброван уже отпускают. Так, нашли мы Тимура, познакомились с ним, познакомились с его производством. У него, вот так сказать, оно не маленькое, как на первый взгляд может показаться с улицы. Он нам посоветовал, что пока орех нельзя колоть, нужно его просушить, чтобы была влажность там 5-7%. После этого к нему можно будет приехать, он поколет, почистит нам орешки. У него тоже есть аппарат, который сушит, но там вместимость, он сказал, 2,5 тонны, и поэтому выбрать именно наш орех, который высушится, не получится. То есть он сказал, только большими партиями туда загружает. Ну, у нас, в принципе, 100 килограмм, мы его сейчас разложим, наверное, где-нибудь придумаем. Может быть, на втором этаже, где у нас есть ремонт, там как раз деревянные доски. Это высушим и повезем уже к нему, будем колоть. Еще, в принципе, у нас осталась большая часть орехов, которые нужно будет собрать. Будем тоже вот так их шелушить, собирать в одном месте, сушить. А потом, наверное, все одним разом отвезем к Тимуру и поколем. Ну и пока сушится, мы можем тоже какую-то часть брать, пользоваться для себя, то есть вручную поколоть. Может быть, Настя приготовит какое-то что-то вкусненькое из этих орехов. В принципе, он у нас будет под рукой лежать, так сказать, сушиться, всегда можно им пользоваться.
Можно услышать, как приближается дождь. С той стороны прям туча находит на нас. Пока у нас практически не идет. Ну вот уже усиливается. Так, а вот здесь планируем организовать сушку для нашего ореха. Сейчас расстелим шторку и на нее все сложим. Тут у нас хорошо солнце, хорошо попадает, проветривается. И плюс деревянные полы, я надеюсь, быстренько все высохнет. Тут хоть самому ложись, сушись. Равняешь? Вот так вот. Красиво сделали? Вот так выглядят 100 килограмм орехов. Не так уж и много, как будто бы. Мне кажется, наоборот. Ну да, но это же только начало, это у нас получается еще, наверное, 1/3, если даже не меньше. Ну, посмотрим, сколько получится. Пойдем на следующий сбор завтра. Да. Так, а теперь главное, чтобы к нам не пришли белки за таким урожаем. Потому что, когда мы первый год только въехали в дом, белки, в принципе, оккупировали у нас там наверху чердак. И когда мы только начали собирать орехи, они прям таскали себе, все забивали. Поэтому, надеюсь, такой проблемы у нас больше не будет. Сейчас мы быстренько начистим, да? Да. И будем делать шоколадную пасту вкусную, да? Да. Я люблю шоколад. Хороший? Да. О. Складывай. Дай мне. О, что-то тугой. Сейчас другой давай. Опа.
Мы наивно полагали закрыть историю со сбором фундука за 2 недели. Но погода дала свои коррективы. Мы собирали орехи в течение нескольких дней, а потом зарядили непрерывные ливни. И выйти в сад просто не было возможности. Следом за непогодой у нас сломалась вся наша техника. То есть первой пошла эта камера, основная наша, которую мы используем для съемок. Но потом сломалась машина, причем поломка, похоже, серьезная. Пошли газы в расширительный бачок. Скорее всего, мы попали на капитальный ремонт. Да, и в какой-то момент уровень негодования, усталости просто зашкаливал. Сейчас планировать что-то глобальное просто невозможно. Да, но в первую очередь нам нужно, конечно, дособрать те орехи, которые лежат на полу в промежутке между, когда не идут дожди. Потому как если это все оставить, он гниет. Ну и, конечно, надо как-то решать проблему с поломанной техникой и автомобилем. Поэтому спасибо огромное, что вы с нами. Сейчас ваша поддержка нам нужна как никогда. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих выпусках. Пока.